Молодежь Украины уезжает из страны, а те, кто захочет вернуться, не должны иметь привилегий. Скандальное заявление из Киева. Демографическая проблема России. Люди не хотят рожать, ведь не пожили ради себя. Как экономисты Кремля хотят ввести новый налог для молодежи, чтобы обеспечивать пенсионеров. Детали. Зеленский ответил Путину и намекнул на его нелегитимность, почему война может продлиться до 2029 года. Украина готовится к выборам. Заявление из Верховной Рады и прогноз о возможном развале страны. Кто и для чего об этом говорит, обсудим. Удар по 10 американским военным базам. Иран отметил цели на карте. Вашингтон провел немедленные переговоры с Тегераном, а Пекин и Москва осудили Нетаньяху. Атака на Казахстан. Астана проводит расследование из-за нарушения воздушного пространства. Детали досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начну с проблем, с которыми сталкивается Украина. Молодые девушки массово покидают страну. Об этом пишет The Telegraph, уточняя, что это тема, о которой мало кто говорит вслух. Украинки уезжают в первую очередь из-за боевых действий, ракетно-дроновых атак и отсутствия перспектив. Молодежь манят европейские вузы и жизнь в безопасности. Авторы материала уточняют, что точных данных о числе уезжающих молодых женщин нет. Различные показатели свидетельствуют о резком сокращении детского населения Украины. Около 2,5 миллионов украинских детей-беженцев живут за пределами страны. Большинство в Европе, согласно данным ООН. При этом в самой Украине рождаемость падает, а число первоклассников сократилось почти на треть с 2021 года. Этот отток не только утечка мозгов, поскольку среди уезжающих много талантливых и перспективных, но и демографическая бомба замедленного действия. В условиях войны на истощении с Россией возникают серьезные опасения, кто будет восстанавливать страну после окончания конфликта, если молодежь не вернется. В Украину также вряд ли вернутся даже после войны те люди, которым удалось уехать целыми семьями. Те, кто имеет хронически больных членов семьи или же уже устроились в других странах. В этом уверена директор Института демографии и социсследований Нацакадемии наук. Она же считает, что те, кто вернется, не должны иметь никаких привилегий. Мы хотим вернуть наших мигрантов из-за границы. Очень хотим. Как можно больше. Но нельзя давать им никаких преференций по сравнению с населением, которое провело здесь всю войну. Этого нельзя делать. Это, опять же, красная линия. То есть я скорее могу сказать, чего нельзя делать, чем что нужно делать. С демографической проблемой сталкивается и Россия. Во Всероссийском центре общественного мнения заявили, что молодые россияне не хотят быть родителями, потому что хотят пожить в свое удовольствие. Да, любовь – это главное. Почему создают семью и рожают детей? Но есть барьеры, которые не позволяют делать в нужном объеме, не позволяют заводить 3 детей и больше по одной простой причине – дорого растить ребенка. Эгоизм. Дети мешают личной свободе. Вот это. Пожить для себя. История, которая уже происходит в нашей стране 30 лет с лишним. Издание Moscow Times тем временем пишет, что экономисты Кремля предложили обязать россиян самостоятельно платить пенсию пожилым родителям. Специалисты Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» вспомнили об идее поколенческого налога, который помогает решить проблему низкой рождаемости и старения населения. Сделать воспитание детей оплачиваемой работой, которая приносит доход в будущем. В частности, необходимо ввести небольшой налог от 3 до 15% на зарплату каждого работающего человека от 22 до 65 лет. Эти деньги будут перечисляться их родителям, в основном мамам, когда тем исполнится как минимум 50 лет. Друзья, как вам такие новости на фоне непрекращающейся войны? Подписчики из Украины, которые были вынуждены выехать за пределы страны из-за войны, планируете ли вы возвращаться? Напишите в комментариях. Спустя почти 5 месяцев после того, как Трамп пришел в Белый дом, Путин не сделал ни одной серьезной уступки, чтобы сделка, о которой мечтал американский президент, стала возможной. Издание Foreign Policy пишет, что Москва не пошла на щедрые предложения Трампа, что говорит о том, что Путин еще думает о своей победе. Кроме того, он не идет на предложение о прекращении огня и по ряду других причин. Их уточняет для издания исследователь войны Лоуренс Фридман. Несмотря на медленный прогресс российских войск за последние 18 месяцев, он рассчитывает, что превосходство России в силе в итоге станет решающим, и Украина будет подавлена. Также он, вероятно,
видит прекращение огня по текущей линии соприкосновения как нестабильное. Если Россия сохранит только нынешние территории, ей придется контролировать экономически неактивную, обезлюдевшую и разрушенную часть Украины, требующую интенсивного патрулирования. При этом переговоры Украины и России не заброшены, они могут возобновиться в течение ближайших недель. В Украине говорили, что к вопросу новых встреч вернутся после того, как будут проведены все обмены с Россией, а очередной обмен прошел накануне. В Москве же заявили, что российская делегация вновь готова прибыть в Стамбул, но после 22 июня. Но точной даты пока нет. В украинской разведке при этом дают понять, что Украина и Россия договорились об обмене телами погибших солдат, но в новом формате, который никак не будет привязан к переговорам в Стамбуле. Но не только это обсуждают в Украине и России. На повестке дня последние заявления Путина. В частности, он вновь, как вы помните, поднял вопрос легитимности Зеленского. Точку надо, подпись должна стоять легитимных властей. Иначе это, знаете, придет следующий и скажет, и выбросит это все в помойку. В Киеве уже отреагировали на эти заявления Путина. Там считают, что Путин вновь потребовал капитуляции Украины. В офисе Зеленского считают, что Путин уверен в своей полной победе, а уверенности ему придают ракетно-дроновые удары по Украине. У Зеленского заявили, что надо усилить украинское ПВО, а также ракетные возможности, без которых вернуть россиян на переговорный путь сложно. Так считает Подоляк. Субъект навязчиво и нагло повторил свои требования фактической капитуляции Украины. Главное заявление: встреча с тандемом Трамп-Зеленский возможна только при условии общего согласия Запада на капитуляцию Украины. Окно возможностей для договоренности с Россией, которое Белый дом до сих пор считал открытым, было демонстративно закрыто со стороны Кремля. Зеленский при этом также вновь заявил, что готов к встрече с Путиным, намекнув, что это Путин нелегитимный. Кроме того, сделал интересное заявление о возможных сроках войны. «Я готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решения и имеет соответствующие полномочия, включая Путина, хотя он и превысил конституционные полномочия как минимум на 3 срока. И желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь, очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов». Трамп, напомню, согласно закону, должен покинуть свой пост лишь в 2029 году. Зеленский говорит, желательно закончить войну в этом сроке Трампа. Как вы воспринимаете это заявление? Поделитесь своим мнением в комментариях. В то же время в Украине опубликовали новые данные о рейтинге Зеленского. Киевский международный институт социологии уверяет, что с мая уровень доверия к Зеленскому снизился на 9 процентных пунктов. 65% украинцев ему доверяют, не доверяют 30%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет плюс 35%, пишет на своем сайте КМИС. Больше всего доверяют Зеленскому жители запада Украины 73%, на юго-востоке Украины уровень доверия 61%. В Верховной Раде тем временем намекнули, что Украина готовится к выборам, ведутся непубличные дискуссии и подготовка, но сами выборы будут лишь после отмены военного положения. В Верховной Раде еще и ответили Путину касательно легитимности Зеленского. Очень приятно, что они наконец начали читать хотя бы Конституцию Украины, но пусть читают ее внимательно. Там четко указано, что президент Украины продолжает свои полномочия до вступления в силу новой каденции нового президента. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский – это человек, который является гарантом Конституции, представляет Украину в международных отношениях в соответствии с Конституцией Украины. Все их остальные розовые мечты пусть оставят при себе. Украинский парламент – конституционный орган, но он выполняет только те полномочия, которые предусмотрены Конституцией Украины. Параллельно с этим одиозный народный депутат Безуглая, которая накануне писала о необходимости мобилизации женщин, на этот раз заявила, что Украина может развалиться. Она намекнула на политические дрязги и неэффективные решения. Впереди самые темные времена. У нас нет большого союзника. Россия, США, Китай, дезинтегрированная Европа. Мы сейчас ничьи. Взрослая жизнь молодой страны. Новые союзы, ситуативные, постоянные. Это один из ключевых моментов формирования государственности. Мы можем исчезнуть очень скоро или превратиться в несколько марионеток. При этом на международной арене президент и глава его офиса сделали очень много, чтобы вывести Украину в другую лигу. А вот внутри страны.
Накануне под нашим предыдущим видео вы оставляли комментарии и критиковали Безуглую, были возмущены ее заявлениями и писали, что она, как народный депутат, должна показать пример и отправиться на передовую. Например, один из комментариев звучит так: «Я бы пошла, но впереди себя поставила Безуглую и всю Верховную Раду. Гибнут простые люди, а верхушка только приказы издают. Все так все на защиту, тогда будет толк». Есть и другие комментарии, сейчас вы видите их на экране. Друзья, как всегда, жду от вас обратной связи, ваше мнение интересно, оставьте его под этим видео. Кроме того, попрошу подписаться на канал и, если не сложно, поставить лайк этому видео, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Это важно для развития канала. Иранские ракеты могут спокойно долететь до 10 военных баз США, которые расположены на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание, которое тесно связано с корпусом стражей Исламской революции. Авторы материала даже публикуют карты, на которых обозначены потенциальные цели. Американские медиа тем временем со ссылкой на свою разведку пишут, что Иран действительно приготовил все для того, чтобы ударить по американским базам, если США присоединятся к военным действиям Израиля против Ирана. В то же время Рейтер уточняет, что Тегеран и Вашингтон провели первые переговоры. Спецпосланник США Уитков и глава МИД Ирана Аббас Аракчи несколько раз говорили по телефону. По словам дипломатов, пожелавших остаться неназванными из-за деликатности вопроса, Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки, начавшиеся 13 июня. В ходе переговоров кратко обсуждалось предложение США, переданное Ирану в конце мая, о создании регионального консорциума для обогащения урана за пределами Ирана. Тегеран пока отклонил это предложение. В Белом доме заявили, что Трамп примет решение, вступать или не вступать в войну на протяжении ближайших 2 недель. В то же время группа сенаторов-демократов призвала его администрацию не предпринимать никаких военных действий против Ирана без четкого одобрения со стороны Конгресса. В их официальном заявлении говорится, что по закону президент обязан получить разрешение законодателей на развертывание военных операций, которые могут втянуть США в новый вооруженный конфликт. Обратились к Трампу и из Москвы. Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативными последствиями. Китай и Россия ко всему осудили Израиль. Это стало известно после переговоров Путина и Си Цзиньпина. Москва и Пекин призвали к переговорам. И Москва, и Пекин принципиально исходят из того, что урегулирование сложившейся ситуации и вопросов, связанных с иранской ядерной программой, не имеют силового решения, и это решение должно быть достигнуто исключительно политико-дипломатическими методами. Нетаньяху же призывает народ Ирана устроить восстание, а также заявил, что Израиль поставил цель победить и уничтожить ядерную угрозу со стороны Ирана. Министр обороны Израиля был искреннее и вновь дал понять: хотят еще и ликвидировать высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Его Исраэль Кац сравнил с Гитлером. То же самое и здесь. Я считаю, что Хаменеи – это современный Гитлер. Этот человек десятилетиями возглавляет власть. Он имеет огромное идеологическое влияние и использует его, заявляя, что выступает за уничтожение Израиля и использует все ресурсы, даже в ущерб своему народу, ради этой цели. И сегодня мы видим доказательства того, что он лично отдает приказы стрелять по больницам и жилым домам. Здесь нет статистического отклонения, которое можно объяснить, и он рассматривает это как часть цели уничтожения государства Израиль. Финляндия берет новый курс. Парламент страны официально проголосовал за выход из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Теперь Финляндия сможет начать формировать собственные запасы этих мин уже через полгода после формального уведомления ООН и участников договора. Говорят, что пошли на такой шаг из-за того, что Россия под боком. Реальность в итоге такова, что нашим соседом является агрессивное империалистическое государство под названием Россия, которое само не является участником Оттавской конвенции и которое само безжалостно применяет наземные мины. Напомню, что Финляндия не первая страна, которая вышла из Оттавской конвенции. До нее это сделали страны Балтии и Польша. Там также говорили, что начнут минировать границу с Белоруссией и Россией. Кроме того, все они ссылаются на одно и то же. Угроза со стороны России, которая сама к конвенции не присоединялась и, по данным НАТО и ООН, активно использует противопехотные мины в Украине.
Казахстан атакован. Ударный дрон вновь залетел на территорию республики. Жители Каракиянского района Мангистауской области накануне нашли БПЛА вблизи железнодорожной станции Балашак. При этом дрон был на удаленном участке без населенных пунктов поблизости. Ущерба нет, но вопросов больше, чем ответов. По словам полиции, найденный предмет похож на фрагменты беспилотного летательного аппарата. Ведется расследование, чтобы понять, чей дрон, украинский или российский. Пока никаких обвинений в адрес одной из сторон не было. Напомню, что для Казахстана такая пока безобидная атака с воздуха не первая. Ранее прилеты были зафиксированы в западно-казахстанской области как минимум 4 раза в феврале и марте этого года. Друзья, хорошего вам дня и настроения. Спасибо вам за комментарии, за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.